Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание, посвященное расследованию резонансных преступлений, совершенных мигрантами. В ходе заседания он представил обновленную статистику, которая, к сожалению, вызывает серьезные опасения. Преступления мигрантов продолжают расти, и ситуация лишь ухудшается. Об этом мы поговорим в нашем выпуске. За 8 месяцев текущего года иностранцами совершено более 26 тысяч преступлений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение на 12% числа тяжких деяний со стороны приезжих. Практически втрое увеличилось число преступлений, совершенных нелегалами. Также значительно возросло количество преступных посягательств со стороны трудовых мигрантов. Кроме того, с 7 до 11 тысяч увеличилось число преступлений приезжих, получивших гражданство РФ менее 10 лет назад. В этом году мигрантами совершено 73 деяния экстремистской направленности. Кроме того, нередко они открыто демонстрируют негативное отношение к коренному населению, в том числе к участникам и ветеранам, сотрудникам правоохранительных структур, заявил Бастрыкин. Казалось бы, сказанное Бастрыкиным настолько очевидно и в этом столько безысходности, что остается лишь принять эти цифры и факты к сведению правоохранительным органам, продолжать свою работу по месту службы, а людям остаться с вечными вопросами, кто виноват и что делать. Однако есть аспекты, требующие пристального внимания. Во-первых, если миграционная обстановка явно ухудшается, это свидетельствует о недостаточности усилий МВД и органов власти. Более того, эти структуры не всегда справляются со своими обязанностями. Необходимо честно признать, что поручение президента от 2 апреля о кардинальном обновлении подходов к миграционной политике остается невыполненным. Пока не будет признано истинное положение дел и неспособность справиться с проблемой, улучшения ожидать не стоит. Во-вторых, в сводке СК отмечается возрастающая дерзость мигрантов. Это проявляется в увеличении числа преступлений среди нелегалов, которые частенько демонстрируют открытое пренебрежение к коренному населению, сотрудникам полиции и ветеранам. Причина такого поведения – безнаказанность. Более того, есть мнение, что подобное поведение мигрантов моделируется извне с целью дестабилизации обстановки внутри страны. Используются различные методы от насилия над гражданами до терактов. Недооценка этой угрозы ни к чему хорошему не приведет. А что у нас с полицией? В качестве небольшого отступления давайте на пару мгновений вернемся в 90-е годы. В период известных событий в Чечне по улицам Москвы ходили наряды милиции и проверяли документы у каждого, кто внешне походил на кавказца или восточного гостя из другого региона. Смуглокожие владельцы темных волос подвергались проверкам документов по несколько раз за день. Сегодня среди бородатой массы гостей столицы и тысяч других городов России полицейские даже не пытаются таким образом выявлять злоумышленников. Откуда такое доверие? Или это называется как-то по-другому? Конечно, в ту пору не было и миллионной доли от нынешнего количества понаехавших. Да, но и сегодня они не нужны в таком количестве. Проанализировать реальные потребности экономики в трудовых мигрантах и установить реальное количество трудовых мигрантов. Указанное позволит оценить и выработать действенные меры по устранению факторов, угрожающих внутренней стабильности государства, гласит один из пунктов списка Бастрыкина, направленного в июле в Государственную Думу. А что же наши законодатели? Нельзя сказать, что сидят, сложа свои депутатские руки. Вот, только стало известно, что внесен законопроект об ужесточении штрафов за фиктивную регистрацию мигранта, который предусматривает штраф до 60 миллионов рублей. В целом, в Госдуму внесен целый пакет законопроектов, направленных на противодействие нелегальной миграции. Наша задача сделать невыгодным организацию нелегальной миграции, пресечь любые противоправные действия, которые причиняют вред общественным и государственным интересам, заявила журналистам руководитель межфракционной комиссии по вопросу миграционной политики, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Люди только за. Непонятно только, отчего не рассмотреть одновременно весь комплекс мер, направленных на улучшение миграционной ситуации, предложенный Александром Бастрыкиным. Но очевидно же, что принятие отдельных законов неэффективно. Не зря же руководитель Следственного комитета предлагает комплексный подход к решению проблемы. Если же кому-то покажется, что это выходит за рамки компетенции главы СК РФ, то это не так. Вот что об этом говорится в Федеральном законе о Следственном комитете Российской Федерации. Руководитель следственного органа Следственного комитета вправе разрабатывать предложения о совершенствовании законодательных и иных нормативных, правовых актов по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности. Между тем, работа над законом против семей мигрантов встала.
Несколько недель назад появилась инициатива о запрете на ввоз семей для трудовых мигрантов с низкой квалификацией, но судьба этого законопроекта остается туманной. По ввозу родственников была поправка депутата Госдумы Михаила Матвеева в соответствующий законопроект. Но думское большинство проголосовало против нее. Наверное, посчитали, что формулировка не очень удачная. Но мы не оставляем этой проблемы. Тут важно заручиться поддержкой разных субъектов законодательной инициативы, правоприменителей, прокомментировал ситуацию депутат Сергей Обухов. А тем временем количество детей-мигрантов в некоторых школах становится критическим, что приводит к конфликтам и падению качества образования. Например, в Котельниках Московской области учителя массово увольняются из-за трудностей, связанных с наличием детей-мигрантов. Причина этого явления не в заработной плате или условиях труда, а в значительных проблемах, которые создают дети приезжих, вынуждающие педагогов уходить без раздумий. Основной источник проблемы в том, что многие семьи, приехавшие из других стран, массово отправляют своих детей в местные школы. Местные жители утверждают, что дети мигрантов, не знающие русский язык, мешают нормальному проведению уроков, заставляя учителей повторять материал несколько раз. Педагоги не могут справиться с таким ритмом. Они испытывают эмоциональное напряжение и уходят из-за необходимости постоянно объяснять одно и то же детям, которые не понимают, чего от них хотят, рассказывает одна из родительниц. Учителя страдают, дети страдают, но проблема только усугубляется. Педагоги признают, работа с детьми мигрантов сложна, и многие не справляются с такой нагрузкой. Низкие зарплаты, тяжелые условия труда и необходимость учить детей, не понимающих языка, приводят к массе увольнений. Надежда только на реформы. Но когда чиновники обратятся к проблеме и начнут действовать, родители пребывают в недоумении и гневе, считая, что проблему не решают, а учителей и детей оставили на произвол судьбы. Комментируя поведение родителей и детей-мигрантов в школах, депутат Михаил Матвеев заявил: «Дети иностранных граждан должны учиться отдельно. Если наше дружбонародное и толерантное государство не может запретить бесплатно посещать наши учебные заведения, либо пусть закон разрешит дистанционное обучение для тех, кто имеет дикие наклонности». Рецепт 1. Правоохранительные органы всей силой своего катка должны прокатиться по тем людям, которые не хотят соблюдать российское законодательство, сказал Матвеев. Он также отметил, что наплыв мигрантов негативно сказывается на образовательных учреждениях. «Я все понимаю. Можно рассказывать, что все народы одинаковые, в каждом народе есть хорошие и плохие, но нужно учитывать национальный менталитет. Если наши школы посещают дети разных национальностей с особенными традициями поведения, значит, они должны быть укомплектованы специалистами, которые будут профилактировать эти проблемы», добавил Матвеев. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!